космосе есть место, где галактик почти нет. Ты смотришь в телескоп на участок неба, где, по всем расчетам, должны сиять тысячи галактик, а видишь всего 60. 60 вместо тысяч. Это не ошибка телескопа. Это Void Волопаса, самая одинокая область в известной Вселенной. Огромная дыра размером в миллиард световых лет. Почему она пуста? И что это говорит о том, как устроен наш мир? Сегодня мы разберемся в 3 вещах. Что такое космические пустоты? Почему Void Волопаса настолько огромен? И какие теории пытаются объяснить его аномальную пустоту? Если тебя завораживает космос, подпишись на канал. Путешествие начинается прямо сейчас. Ты когда-нибудь задумывался, как и выглядит Вселенная в самом большом масштабе? Не просто ночное небо, усыпанное звездами, а то, что находится за ними, за пределами нашей галактики, за пределами скоплений и сверхскоплений. Если мы отправимся в мысленное путешествие и начнем удаляться от Земли, сначала мы увидим Солнечную систему, потом ближайшие звезды, потом рукава Млечного Пути. А если подняться еще выше, настолько высоко, что наша галактика станет лишь точкой, мы заметим удивительную закономерность. Галактики не разбросаны беспорядочно, как песчинки на ветру. Они собираются в структуры. Они образуют нити, стены и узлы. А между ними зияющие провалы. Гигантские пустоты, в которых почти ничего нет. Эти пустоты называются войдами, и они – одна из главных загадок современной космологии. Но прежде чем мы нырнем в эту пустоту, давай разберемся, что вообще такое космическая паутина, как она устроена и почему она вообще существует. Вселенная началась с Большого взрыва. Это был не взрыв в том смысле, который мы привыкли понимать. Это было мгновенное расширение пространства. Когда из бесконечно малой точки возникла вся материя, вся энергия и все пространство, которое мы видим вокруг. В первые доли секунды Вселенная была невероятно горячей и плотной. Настолько горячей, что атомы не могли существовать. Они разлетались на частицы еще до того, как могли объединиться, но по мере расширения Вселенная остывала. И примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва температура упала настолько, что электроны и протоны смогли соединиться в атомы водорода. Вселенная стала прозрачной для света. Этот свет мы до сих пор видим как реликтовое излучение. Микроволновый шепот, оставшийся от самого рождения космоса. Но вот что важно. Реликтовое излучение не совсем равномерно. Если посмотреть на карту этого излучения, ты увидишь крошечные пятнышки. Области, где температура чуть выше или чуть ниже среднего. Эти пятнышки соответствуют местам, где плотность материи была чуть выше или чуть ниже. Разница в плотности составляла всего 0,01 долю процента. Но именно эти крошечные различия и стали семенами всех будущих структур во Вселенной. А теперь представь, как работает гравитация. Она притягивает все к чему-то. Там, где плотность материи была чуть выше, гравитация начинала притягивать к себе больше вещества. Область становилась плотнее. Плотнее, значит, ее гравитация росла. Она притягивала еще больше вещества. Это был процесс, который длился миллиарды лет. В итоге, те небольшие участки с повышенной плотностью превратились в огромные скопления галактик, а те области, где плотность была ниже, наоборот, теряли вещество. Их гравитация была слабее, и соседние, более плотные участки попросту перетягивали вещество на себя. Эти зоны становились все более разреженными. Они превращались в огромные пустоты, в войды. Это как если бы ты стоял посреди большой площади с толпой людей. Там, где людей чуть больше, они начинают притягивать к себе остальных, образуя плотные кучки. Те, кто оказался на периферии, постепенно остаются в одиночестве. Плотные группы растут, а пустота вокруг них расширяется. Вот так и работает Вселенная. Это не хаос, это стройная, хоть и сложная структура. Галактики собираются в кластеры и сверхкластеры, а между ними образуются войды. Итак, мы знаем, что войды – это естественная часть космической структуры. Но есть войды, а есть Void Волопаса. И между ними огромная разница. Обычные войды – это области с плотностью галактик примерно на 20-30% ниже, чем в среднем по Вселенной. В них все равно есть галактики, просто их меньше. Например, типичный войд диаметром в 100 миллионов световых лет может содержать несколько десятков или даже сотен галактик. Это не так много по сравнению с плотными скоплениями, где на том же объеме могут находиться тысячи галактик. Но это все равно не пустота.
Войд Волопаса совсем другой. Его диаметр – почти миллиард световых лет. Это в 10 раз больше, чем обычный Войд. А количество галактик внутри него всего 60. Для объема такого размера стандартные расчеты предсказывают, что там должно быть около 2000 галактик. 2000. А мы видим 60. Это значит, что плотность галактик в Войде Волопаса в 30 раз ниже, чем в среднем по Вселенной. 30 раз. Это не просто разряженность. Это почти абсолютная пустота. И эта аномалия заставила астрономов чесать головы, потому что такая степень разряженности не укладывается в простые модели. Если обычные войды объясняются гравитационным притяжением соседних скоплений, то Волопас – это что-то совсем другое. Это как если бы ты нашел в океане зону, где нет не только рыб, но и воды. Ну, почти нет. Давай теперь разберемся, как мы вообще узнали о существовании этого войда. Как мы, люди, сидя на маленькой планете в захолустье Вселенной, смогли заглянуть в этот провал и увидеть, что там почти ничего нет. Все началось в конце 70-х годов прошлого века. Тогда астрономы только начинали создавать систематические карты распределения галактик в пространстве. До этого было известно, что галактики есть. Но никто не знал, как они расположены в масштабах, превышающих сотни миллионов световых лет. Технологии развивались, телескопы становились мощнее, и астрономы наконец получили возможность заглянуть далеко за пределы нашей локальной группы. В 1981 году вышла работа, которая перевернула представление о структуре Вселенной. Группа астрономов во главе с Робертом Киршнером и его коллегами изучала красное смещение галактик в определенном участке неба. Красное смещение – это эффект, который показывает, как быстро галактика удаляется от нас из-за расширения Вселенной. По нему можно определить расстояние до галактики. Чем выше красное смещение, тем дальше галактика и тем быстрее она от нас улетает. Киршнер и его команда нацелили свои телескопы на участок неба в созвездии Волопаса. Они ожидали увидеть обычную картину – несколько тысяч галактик на разных расстояниях. Но вместо этого они обнаружили, что в определенном диапазоне расстояний от 700 миллионов до миллиарда световых лет галактик почти нет. Это был не просто небольшой провал. Это была огромная дыра. Изначально астрономы подумали, что это ошибка. Может быть, телескоп смотрел на область, закрытую пылью. Может быть, какая-то проблема с измерениями. Они перепроверили данные. Они посмотрели на другие участки неба. Нет, ошибки не было. Это была реальная космическая структура. Невероятно огромная область с поразительно малым количеством галактик. Новость разлетелась по астрономическому сообществу. Все обсуждали этот войд. Его назвали по имени созвездия, в котором он был найден. Войд Волопаса. Вскоре выяснилось, что он не один такой. Существуют и другие крупные войды, например, войд Скульптора или войд в созвездии Зайца. Но войд Волопаса остается самым большим и самым пустым из всех известных. С тех пор прошло больше 40 лет. Технологии шагнули далеко вперед. У нас есть космические телескопы, которые видят свет, пришедший из самых далеких уголков Вселенной. У нас есть мощные наземные обсерватории с адаптивной оптикой, которые могут различать детали, недоступные для старых инструментов. Мы составили трехмерные карты распределения сотен тысяч галактик. Но войд Волопаса по-прежнему остается загадкой. Как он мог стать таким большим? Какие физические процессы привели к тому, что галактики в этой области почти полностью отсутствуют? Итак, мы узнали, что войды – это нормальная часть космической паутины. Но Волопас выбивается из всех правил. Теперь давай разберемся, как именно он мог образоваться. И для этого нам придется заглянуть в самые глубокие законы физики. И даже чуть-чуть в фантастику. Для начала давай разберемся с теорией слияния войдов. Эту гипотезу я уже упомянул. Она выглядит очень убедительно, потому что основана на том, что мы наблюдаем в компьютерных симуляциях. Когда ученые моделируют эволюцию Вселенной с помощью суперкомпьютеров, они видят, что войды не остаются статичными. Они растут. По мере того, как границы между плотными областями расширяются, войды увеличиваются в размерах. Вещество из войдов постепенно вытекает в окружающие нити и скопления под действием гравитации. Этот процесс называется аккрецией, и он никогда не останавливается. Иногда случается так, что два соседних войда растут, приближаются друг к другу и в конце концов сливаются. Этот процесс похож на то, как два мыльных пузыря сливаются в один, более крупный. Когда это происходит, граница между ними исчезает.
и образуется один гигантский войд. Именно это, по мнению многих астрономов, и случилось в созвездии Волопаса. Несколько меньших войдов объединились в один огромный, но даже при таком сценарии в зоне слияния должно было остаться какое-то количество вещества. Галактики не исчезают бесследно. Когда два войда сливаются, они захватывают вещество из своих окрестностей. Но некоторые галактики могут остаться внутри. Почему же в войде Волопаса их так мало? Почему он такой чистый? Ответ может заключаться в том, что процесс слияния в этом регионе был особенно эффективным. Возможно, вокруг этого войда образовалась сеть галактических нитей, которые буквально высосали все вещество из его недр. Галактики, которые могли бы родиться внутри, просто не получили нужного количества строительного материала – газа и пыли. Без газа не могут образоваться новые звезды. А без звезд не может быть галактик. Те несколько галактик, которые мы видим в войде Волопаса, вероятно, очень старые и бедные на газ. Они похожи на карликовые галактики. Они блуждают в пустоте, словно потерянные корабли в безбрежном океане. Но остается один важный вопрос. Когда именно произошло слияние? Мы не знаем этого точно. Возможно, это произошло очень рано, когда Вселенная была еще молодой. Тогда у вещества было достаточно времени, чтобы покинуть эту область. А может быть, слияние все еще продолжается. На космических масштабах, где время измеряется миллиардами лет, мы можем наблюдать лишь мгновенный снимок этого процесса. Астрономы, изучающие войд Волопаса, обращают внимание еще на одну деталь – его границы. Если присмотреться, можно заметить, что на краях войда галактики расположены не совсем хаотично. Они словно выстраиваются в цепочки, образуя плотные скопления прямо у границы пустоты. Это выглядит так, как будто все вещество из войда было выдавлено наружу и теперь сконцентрировалось на его периферии. Этот эффект называется ободом войда, и он наблюдается не только у Волопаса, но и у многих других войдов. Он подтверждает теорию о том, что вещество действительно вытекает из войдов в окружающее пространство под действием гравитации. Но в случае Волопаса этот обод особенно ярко выражен. Галактики на его границе движутся с аномально высокими скоростями, как будто их что-то выталкивает наружу. Что это может быть? Одна из гипотез – это действие темной энергии. Темная энергия, о которой мы уже говорили, не только заставляет Вселенную расширяться. Она также может влиять на движение галактик на границах войдов. Если в центре войда плотность материи крайне мала, темная энергия начинает доминировать. Она создает эффективное отталкивание, которое выдувает вещество наружу. Это приводит к тому, что галактики на границе войда ускоряются. Они движутся быстрее, чем можно было бы ожидать, исходя только из гравитационных взаимодействий. Это явление называется эффектом ускоренного расширения войдов. Оно было предсказано теоретически, а затем подтверждено наблюдениями. И войд Волопаса – один из лучших примеров этого эффекта. Галактики на его краях движутся со скоростями, которые на сотни километров в секунду превышают ожидаемые. Это как если бы на границе пустоты работал невидимый насос. Он выкачивает вещество и разгоняет его до невероятных скоростей. Но давай теперь подумаем о другом. О том, что внутри войда все-таки есть галактики. 60 галактик. Что мы знаем о них? Это карликовые галактики, большей частью неправильной формы. Они не похожи на красивые спиральные галактики вроде нашего Млечного Пути. Они скорее напоминают комки звезд, которые едва удерживаются собственной гравитацией. Такие галактики называют карликовыми сфероидальными. Они очень старые. Их звезды образовались миллиарды лет назад. И с тех пор в них почти не было вспышек звездообразования. Это как если бы в этих галактиках время остановилось. Они похожи на реликты, оставшиеся с тех времен, когда Вселенная была молодой и горячей. И это очень важно. Потому что эти галактики могут быть ключом к разгадке. Если мы сможем изучить их состав, их возраст и их движение, мы, возможно, поймем, как именно образовался войд Волопаса. Но для этого нужно больше данных. Нужны более мощные телескопы, более точные методы наблюдения. И тут на сцену выходят новые инструменты. Телескоп имени Джеймса Уэбба. Он способен видеть свет, который шел к нам почти 13 миллиардов лет. Он может разглядеть самые древние галактики, самые тусклые объекты. Он может заглянуть в самые дальние уголки космоса. Уэбб уже начал наблюдение и уже принес первые результаты. Возможно, в ближайшие годы мы получим новые данные о войде Волопаса. Возможно, мы узнаем, почему он такой пустой. Но до тех пор остаются только гипотезы. И среди них есть одна, которая стоит особняком. Она настолько смелая, что многие ученые относятся к ней скептически. Но она
невероятно интригует. Это гипотеза о том, что войд Волопаса может быть искусственным. Представь себе, что ты стоишь на краю этого войда. Вокруг тебя бесконечная тьма. Впереди ни одной звезды, ни одной галактики. Только чернота, которая уходит в бесконечность. А за спиной плотная стена галактик, яркая, как городской пейзаж ночью. Ты стоишь на границе двух миров – мира света и мира тьмы. И ты знаешь, что внутри этой тьмы есть что-то, что мы не можем объяснить. Но давай вернемся к гипотезе об искусственном происхождении войда. Что заставляет ученых хотя бы рассматривать такую возможность? Дело в том, что мы не знаем ни одного естественного процесса, который мог бы создать такой огромный и чистый войд. Даже слияние нескольких войдов не дает такого эффекта. Даже самое мощное гравитационное воздействие соседних скоплений не может объяснить, почему внутри войда почти нет галактик. Математические модели показывают, что для создания войда такого размера нужно нечто большее, чем просто гравитация. Нужна дополнительная сила, нужен какой-то механизм, который активно удаляет вещество из этой области. И если такого механизма нет в природе, то, возможно, он был создан искусственно. Но кто мог создать такую структуру? И зачем? Вот здесь мы и подходим к шкале Кардашова, о которой я упоминал ранее. Цивилизация третьего типа, которая контролирует энергию всей галактики, могла бы построить невероятные вещи. Она могла бы создать гигантские сферы Дайсона вокруг звезд. Она могла бы перемещать целые планеты. Она могла бы даже манипулировать пространством-временем. Но создать пустоту размером в миллиард световых лет – это требует энергии, которая превосходит все, что мы можем себе представить. Это требует управления гравитацией на космологических масштабах. Это технология, которая находится далеко, за пределами нашего понимания. Однако, если такая цивилизация существует, зачем ей создавать пустоту? Возможно, это зона безопасности. Возможно, это гигантский ускоритель частиц. Возможно, это защитный барьер. Или это просто результат их строительной деятельности. Они использовали все вещество из этой области для создания других структур. Например, для построения сферы Дайсона вокруг каждой звезды в галактике. Или для создания колоссального компьютера, который обрабатывает информацию со скоростью, недоступной для нашего понимания. Это гипотеза, которая называется гипотезой криптомембраны. Она предполагает, что на границе войда существует некая невидимая оболочка. Она не пропускает вещество внутрь и не выпускает его наружу. Эта мембрана может быть создана из темной материи или из какой-то другой экзотической формы материи. Она может быть статичной или пульсирующей, и она может быть источником тех аномалий, которые мы наблюдаем на границе войда. Конечно, это всего лишь гипотеза. У нас нет доказательств существования такой мембраны. Но она показывает, насколько далеко могут зайти ученые в своих размышлениях, пытаясь объяснить эту аномалию. Мы обсудили, как войды образуются, как они растут и почему войд Волопаса такой особенный. Но мы еще не ответили на главный вопрос. Что это значит для нас? Почему мы должны заботиться о какой-то пустоте за миллиард световых лет? Войды – это не просто пустые места. Это космические лаборатории. Они позволяют нам проверять наши теории о том, как работает Вселенная. Например, мы можем использовать войды для измерения скорости расширения Вселенной. Когда свет от далекой галактики проходит через войд, он немного замедляется. Потому что пространство внутри войда расширяется чуть быстрее, чем в среднем. Этот эффект называется интегральным эффектом Сакса-Вольфа. Он очень слабый, но его можно измерить с помощью точных приборов. Измеряя этот эффект для множества войдов, астрономы могут определить, насколько быстро расширяется Вселенная в разных ее частях. Это помогает уточнить значение постоянной Хаббла, фундаментальной константы, которая описывает скорость расширения Вселенной. Постоянная Хаббла – это одна из самых важных величин в космологии. От нее зависит возраст Вселенной, ее размер и ее конечная судьба. Но есть одна проблема. Разные методы измерения дают разные значения постоянной Хаббла. Это так называемое напряжение Хаббла, одна из главных загадок современной физики. И вот здесь войды могут помочь. Поскольку они почти пустые, в них практически нет обычной материи, которая могла бы исказить измерения. Поэтому наблюдения за войдами могут дать наиболее точное значение постоянной Хаббла. Уже сейчас ученые используют данные о войдах для уточнения этого параметра. И первые результаты показывают, что войды могут помочь разрешить это противоречие.
Но это не все. Войды также могут быть использованы для изучения темной материи. Темная материя – это невидимая субстанция, которая составляет около 25% всей массы Вселенной. Мы не можем ее увидеть, потому что она не излучает свет. Но мы знаем, что она существует. Потому что она взаимодействует гравитационно с обычной материей. Она влияет на движение галактик, на формирование структур, на гравитационное линзирование. Изучая войды, мы можем узнать больше о распределении темной материи. Поскольку в войдах мало обычной материи, темная материя там также должна быть разрежена. Но как именно она распределена? Есть ли у войдов темные гало? Области повышенной концентрации темной материи на их границах? Или темная материя распределена равномерно, независимо от наличия обычной материи? Ответы на эти вопросы могут пролить свет на природу темной материи. Возможно, она состоит из каких-то экзотических частиц, которые мы пока не открыли. Или, возможно, это проявление модифицированной гравитации. Изучение войдов может дать ключ к разгадке. Кроме того, войды могут помочь нам понять эволюцию галактик. Внутри войдов галактики изолированы. Они не взаимодействуют с другими галактиками, не сталкиваются и не сливаются с ними. Поэтому они являются идеальными объектами для изучения того, как галактики эволюционируют сами по себе, без внешних воздействий. Когда мы смотрим на галактику в войде, мы видим ее в состоянии, максимально близком к естественному. Мы можем изучить ее звездный состав, ее форму, ее кинематику. Мы можем понять, как она образовалась и как она менялась с течением времени. Это как если бы мы нашли древний артефакт, который не был тронут веками. Он сохранил все свои первоначальные черты и может рассказать нам о прошлом. Именно поэтому изучение галактик в войдах так важно. Они дают нам уникальную возможность заглянуть в прошлое Вселенной. Теперь давай поговорим о конкретных методах, которые используют астрономы для изучения войдов. Первый метод – это спектроскопия. Когда мы смотрим на галактику, мы разлагаем ее свет на спектр. В этом спектре есть темные и светлые линии. Они соответствуют определенным химическим элементам. По этим линиям можно определить, из чего состоит галактика, какие звезды в ней доминируют и как быстро она движется. Для войдов спектроскопия особенно важна, потому что галактики в них очень тусклые. Нужно собрать много света, чтобы получить качественный спектр. Для этого используются самые большие телескопы в мире, например, телескопы обсерватории Кека на Гавайях или очень большой телескоп в Чили. Второй метод – это фотометрия. Это просто измерение яркости галактик в разных диапазонах волн. По фотометрическим данным можно определить расстояние до галактики, ее размер и ее тип. Для войдов фотометрия позволяет создать карту распределения галактик и выявить их структуру. Третий метод – это наблюдение в радио и микроволновом диапазоне. Газ в войдах, хоть и разреженный, все равно излучает в радио и микроволновом диапазоне. Изучая это излучение, можно определить количество газа в войде, его температуру и его движение. Четвертый метод – это гравитационное линзирование. Как я уже упоминал, войды искривляют свет далеких объектов. Изучая это искривление, можно определить распределение массы внутри войда и на его границах. Все эти методы дополняют друг друга. Вместе они дают нам полную картину того, что происходит в войдах. И вот что мы знаем на сегодняшний день. Войд Волопас – это не просто большая дыра. Это сложная структура. Она имеет свою форму, свои границы и свои внутренние особенности. Она состоит из нескольких областей с разной плотностью. В центре войда плотность минимальна, а к краям она увеличивается. Галактики внутри войда распределены неравномерно. Есть небольшие скопления по 2-3 галактики. А есть области, где галактик нет вообще. Изучение этих деталей требует времени и усилий. Но каждый новый шаг приближает нас к пониманию того, как устроена Вселенная. Представь, что ты смотришь на карту Вселенной. Ты видишь яркие скопления галактик, похожие на огромные города. Ты видишь нити, соединяющие эти города, похожие на автострады. И ты видишь огромные темные области между ними. Это войды. Они как сельская местность между мегаполисами. Но в этой сельской местности нет ни домов, ни дорог. Только бескрайняя пустота. Но давай теперь заглянем еще глубже. Что происходит на самых маленьких масштабах внутри войда? Там, где даже нет галактик.
Там есть что-то или это абсолютная пустота? Современная физика утверждает, что абсолютной пустоты не существует. Даже в самом пустом месте космоса есть квантовые флуктуации, постоянное рождение и уничтожение виртуальных частиц. Это явление называется вакуумом в квантовой теории поля. Он не пуст, он кипит. Он постоянно создает и уничтожает пары частиц и античастиц. Это происходит каждое мгновение, во всех точках пространства. Таким образом, даже в центре Войда Волопаса, где нет ни одной галактики, есть активность, есть энергия, есть потенциал для создания новых частиц. Этот квантовый вакуум может оказывать влияние на расширение Вселенной. Его энергия – это и есть, возможно, та самая темная энергия, которая заставляет Вселенную расширяться с ускорением. Это удивительная мысль. Самая пустая область космоса на самом деле не пуста. Она пронизана квантовой активностью, которая может определять судьбу всей Вселенной. Что, если эта квантовая активность, это кипение вакуума, оказывает влияние на войды? Может ли быть так, что Войд Волопаса такой большой именно из-за того, что в нем сильнее проявляются эффекты квантовой гравитации? Мы пока не знаем ответа на этот вопрос. Но это одна из тех тем, которую ученые активно исследуют. Теперь давай вернемся к более земным вещам, хотя и космическим. Как мы можем использовать Войд Волопаса в практических целях? Например, для калибровки телескопов. Поскольку в Войде почти нет галактик, он является отличным темным фоном для наблюдений. Астрономы используют его как эталон для измерения фонового излучения. Кроме того, Войд Волопаса помогает нам находить новые галактики. Когда мы смотрим сквозь Войд на далекие объекты, мы видим их с меньшими искажениями, чем в других областях. Поэтому Войды иногда называют окнами во Вселенную. Они позволяют нам заглянуть в самые дальние уголки космоса с большей ясностью. Но, возможно, самое важное практическое применение Войдов – это проверка общей теории относительности. Общая теория относительности – это основа нашей современной физики. Она описывает гравитацию. Но есть ли у нее пределы? Работает ли она во всех масштабах? Войды предоставляют идеальные условия для проверки общей теории относительности. В них практически нет обычной материи. Поэтому любые отклонения от предсказаний теории должны быть вызваны либо темной материей, либо темной энергией, либо чем-то еще. Если мы обнаружим отклонение, это может означать, что наша теория не полна и нуждается в дополнении. И вот здесь мы подходим к еще одной интригующей гипотезе, что если Войд Волопаса – это следствие существования параллельных вселенных. Это звучит как научная фантастика. Но есть теории, которые допускают такую возможность. Согласно некоторым интерпретациям квантовой механики, наша Вселенная может быть лишь одной из бесконечного множества вселенных в мультивселенной. Каждая Вселенная имеет свои законы физики. И иногда эти вселенные могут взаимодействовать друг с другом. Например, гравитационные поля из соседней Вселенной могут влиять на нашу. И это влияние может проявляться в виде аномалий, таких как Войд Волопаса. Это очень спекулятивная гипотеза, но она показывает, насколько далеко может зайти человеческая мысль, пытаясь объяснить необъяснимое. А теперь давай нырнем еще глубже, в самую суть того, как Войды взаимодействуют с фундаментальными силами Вселенной. Мы уже говорили, что Войды – это области пониженной плотности. Но что это значит на уровне физических законов? Когда мы говорим плотность, мы имеем в виду не только видимую материю – звезды, газ, пыль. Мы имеем в виду всю массу энергию, включая темную материю и темную энергию. И вот тут начинается самое интересное. В обычных областях Вселенной, в галактиках и скоплениях гравитация доминирует. Она удерживает звезды в галактиках, галактики в скоплениях. Скопление в сверхскоплениях – это сила притяжения, которая работает против расширения Вселенной. Но в Войдах ситуация кардинально иная. Там плотность обычной материи настолько мала, что гравитация почти не работает. Вместо нее начинает доминировать темная энергия. Темная энергия – это сила отталкивания. Она заставляет пространство расширяться с ускорением. И в Войдах она проявляет себя в полную силу. Представь, что ты находишься в центре Войда Волопаса. Вокруг тебя пустота. Ни одной галактики, ни одной звезды, ни одного атома на многие миллионы световых лет. Гравитация здесь почти нулевая, но пространство вокруг тебя расширяется. И оно расширяется быстрее, чем в любой другой точке Вселенной. Ты буквально чувствуешь, как пространство растягивается во всех направлениях. И это как если бы ты стоял на поверхности надувающегося шара.
и резина под тобой растягивалась с невероятной скоростью. Этот эффект называется космологическим ускорением. И он напрямую связан с темной энергией. Чем меньше плотность материи в регионе, тем большее влияние оказывает темная энергия. Поэтому войды – это идеальные места для изучения темной энергии. Но как именно темная энергия работает, мы не знаем. Это одна из главных загадок современной физики. Есть несколько гипотез. Одна из них – это космологическое постоянное. Простыми словами, это свойство самого пространства. Каждый кубический сантиметр пространства содержит определенное количество энергии, которое создает отталкивание. И эта энергия постоянна во времени и пространстве. Эйнштейн ввел эту идею в свои уравнения, а потом назвал ее своей самой большой ошибкой. Но оказалось, что он, возможно, был прав. Другая гипотеза – это квинтэссенция. Если объяснять просто, это динамическое поле, которое меняется со временем. Оно может становиться сильнее или слабее, в зависимости от того, как расширяется Вселенная. Это поле может взаимодействовать с другими полями и с материей. Третья гипотеза – это модифицированная гравитация. Возможно, наша теория гравитации не полна. Возможно, на очень больших масштабах гравитация ведет себя иначе. Чем предсказывает общая теория относительности? В этом случае нам не нужна темная энергия. Достаточно просто изменить законы гравитации. Какая из этих гипотез верна, мы не знаем, но мы можем проверить их, изучая войды. Поскольку войды почти пустые, они дают нам возможность наблюдать эффекты темной энергии в чистом виде, без помех от обычной материи. И вот здесь войд Воллапаса становится особенно важным. Его огромные размеры означают, что мы можем измерять эффекты темной энергии на самых больших масштабах. Мы можем смотреть, как расширяется войд, как движутся галактики на его границах, как искажается свет от далеких объектов, проходящих через войд. Все эти измерения дают нам информацию о темной энергии. Уже сейчас есть результаты, которые показывают, что войды расширяются быстрее, чем предсказывают теоретические модели, основанные на космологической постоянной. Это может означать, что наша модель не полна. Возможно, темная энергия действительно меняется со временем. Или, возможно, в игру вступает что-то еще. Но что, если темная энергия не единственная сила, действующая в войдах? Что, если есть другие, пока неизвестные нам силы? Современная физика знает 4 фундаментальных взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое. Но есть теории, которые предполагают существование 5-й силы. Эта сила может действовать на очень больших расстояниях и проявляться только в условиях чрезвычайно низкой плотности, таких как войды. Некоторые теории, например, теория струн, предсказывают существование дополнительных измерений. В этих измерениях могут распространяться новые поля. Они взаимодействуют с нашим миром через гравитацию. Эти поля могут создавать дополнительные силы, которые влияют на расширение Вселенной и на движение галактик. Если такая 5-я сила существует, то в войдах она должна проявляться особенно ярко. Потому что там нет обычной материи, которая могла бы замаскировать ее эффект. Это как если бы мы смотрели на мир через чистую линзу. Без пыли и царапин. Исследование войдов может помочь нам обнаружить эту 5-ю силу. Или, по крайней мере, поставить ограничения на ее свойства. Но это не единственная возможность. Войды также могут быть связаны с так называемыми космическими струнами. Это гипотетические одномерные дефекты пространства-времени. Они могли образоваться в ранней Вселенной. Они похожи на трещины в структуре пространства. Эти струны могут проходить сквозь войды и влиять на их форму и эволюцию. Космические струны – это не фантастика. Они предсказываются некоторыми теориями объединения фундаментальных взаимодействий. И хотя их существование пока не подтверждено, они остаются интересным объектом для исследований. Представь, что Вселенная – это огромное одеяло, которое постоянно растягивается. В некоторых местах одеяло плотное и тяжелое. Это скопление галактик. В других местах одеяло тонкое и почти прозрачное. Это войды. Темная энергия – это сила, которая тянет одеяло во все стороны, делая его тоньше. Войды – это те места, где одеяло уже почти порвалось от натяжения. Теперь давай поговорим о том, как войды влияют на галактики, которые находятся на их границах. Это, пожалуй, одна из самых захватывающих тем в изучении войдов.
Когда галактика находится на границе Войда, она испытывает мощное гравитационное воздействие с двух сторон. С одной стороны, плотное скопление галактик, которое притягивает ее к себе. С другой стороны, пустота Войда, где гравитация почти отсутствует. Это создает сложную динамику. Галактики на границах Войдов часто имеют аномально высокие скорости. Они движутся быстрее, чем можно было бы ожидать, исходя из их расстояния до скоплений. Некоторые из них даже вырываются из скоплений и улетают в Войд. Такие галактики называют галактиками убегающими. Они как спортсмены, которые разгоняются на старте и затем не могут остановиться. Эти галактики убегающие могут рассказать нам много интересного. Их движение указывает на то, что в прошлом Войд Волопаса был еще больше. Или наоборот, меньше. По их траекториям можно восстановить историю Войда. Это как если бы мы смотрели на следы от пуль и определяли, откуда стреляли. Но есть и обратный процесс. Иногда галактики из Войда могут попадать в скопление. Это происходит, когда Войд расширяется, и его границы смещаются. Галактики, которые раньше были внутри Войда, могут оказаться на его краю и затем быть захваченными соседним скоплением. Этот процесс называется аккрецией. Он также важен для понимания эволюции структур. Что происходит с галактикой, когда она пересекает границу Войда? Меняется ли ее форма? Меняется ли ее звездный состав? Или она остается такой же, как была? Мы не знаем всех ответов, но есть данные, которые показывают, что галактики на границах Войдов часто имеют вытянутую форму. Как будто их растягивают приливные силы. Это может быть связано с градиентом плотности между Войдом и скоплением. Давай теперь поговорим о том, как Войды связаны с крупномасштабной структурой Вселенной. Мы уже знаем, что Войды занимают около 40% всего объема Вселенной. Это огромная доля. Но они не распределены случайно. Они образуют сложную сеть, которая отражает распределение темной материи. В компьютерных симуляциях видно, что Войды имеют тенденцию собираться в группы. Они выстраиваются в цепочки и кластеры, образуя гигантские сверхвойды. Иногда несколько войдов сливаются в еще более крупные структуры. Это похоже на то, как капли воды сливаются в лужи, а лужи – в озера. Войд Волопаса – это не просто один войд. Это целая система войдов. Вокруг него есть меньшие войды, которые, возможно, когда-нибудь сольются с ним. А сам он является частью еще более крупной структуры, так называемого сверхвойда Волопаса. Этот сверхвойд может включать в себя несколько галактических стен и нитей. Изучение таких сверхструктур важно для понимания того, как формировалась Вселенная. Они являются следами тех первоначальных флуктуаций плотности, которые мы обсуждали в начале. Они рассказывают нам о том, как распределялась материя в ранней Вселенной. Но есть один нюанс. Войды – это не просто области пониженной плотности. Они также являются областями, где темная энергия доминирует над гравитацией. А это означает, что они расширяются быстрее, чем вся Вселенная в среднем. Это создает дополнительное напряжение на границах войдов, которое может влиять на их форму и эволюцию. Некоторые исследователи считают, что войды могут даже разрывать нити галактик, которые их окружают. Это как если бы пустота расширялась и разрывала соединительные ткани вокруг себя. Если это действительно так, то войды не просто пассивные области, они активные агенты изменения структуры Вселенной. Теперь давай поговорим о людях, которые открыли Войд Волопаса. Ведь за каждой научной находкой стоят конкретные ученые с их любопытством и упорством. Все началось с Роберта Киршнера. Он был молодым астрономом, который только начинал свою карьеру. В конце 70-х годов он работал в обсерватории Кит-Пик в Аризоне. Это одно из лучших мест для астрономических наблюдений в мире. Там чистое небо, сухой воздух и отличная видимость. Киршнер и его коллеги изучали спектр галактик. Они хотели понять, как распределены галактики в пространстве. Для этого они измеряли красное смещение. Эффект, который показывает, насколько быстро галактика удаляется от нас. Чем дальше галактика, тем больше красное смещение. Они начали с небольшого участка неба в созвездии Волопаса. Это была обычная область, ничем не примечательная. Но когда они начали анализировать данные, они заметили странную вещь. В определенном диапазоне красных смещений галактик было очень мало. Слишком мало. По расчетам, там должно было быть как минимум несколько сотен галактик. А было всего несколько десятков. Сначала они подумали, что это ошибка. Может быть, облако космической пыли закрыло галактики? Но облака пыли обычно видны в инфракрасном диапазоне, и их легко обнаружить. Там пыли не было. Может быть, это была какая-то проблема с телескопом? Они перепроверили все настройки. Нет, телескоп работал нормально.
Может быть, это была просто статистическая флуктуация. В конце концов, Вселенная большая, и в ней могут быть случайные разрежения, но флуктуация была слишком большой, слишком значительной. Киршнер и его коллеги продолжали наблюдение. Они потратили несколько лет, чтобы убедиться, что их результаты не случайны. Они проверили другие участки неба, они использовали другие телескопы, и каждый раз они получали одни и те же результаты. Войд Волопаса был реален. В 1981 году они опубликовали свою работу. Это была сенсация. Астрономическое сообщество было поражено. Никто не ожидал найти такую огромную пустоту. Это изменило представление о структуре Вселенной. Но Киршнер не остановился на этом. Он продолжил изучать войды. Он и его коллеги обнаружили, что войды – это не редкость. Они встречаются по всей Вселенной. Но войд Волопаса остается самым большим и самым пустым. С тех пор Киршнер стал одним из ведущих экспертов по крупномасштабной структуре Вселенной. Он продолжает работать в этой области и сейчас, уже более 40 лет спустя. Его работы вдохновили целое поколение астрономов. Интересный факт. Когда Киршнер впервые рассказал о своем открытии на научной конференции, многие слушатели не поверили ему. Они думали, что он ошибся. Один из ведущих астрономов того времени даже сказал: «Это невозможно. Вселенная не может быть такой пустой». Но Киршнер был уверен в своих данных, и время показало, что он был прав. Эта история – прекрасный пример того, как работает наука. Ученый делает наблюдение, которое противоречит ожиданиям. Он проверяет его снова и снова. Он сталкивается со скептицизмом коллег, но он упорно продолжает свои исследования. И в итоге его открытие меняет наше понимание мира. Но Киршнер был не единственным, кто внес вклад в изучение Войда Волопаса. В 1980-х и 1990-х годах многие другие астрономы изучали эту область. Они использовали новые технологии, более мощные телескопы и более точные методы измерений. Они обнаружили, что войд Волопаса еще больше и пустее, чем считалось ранее. Одним из ключевых исследователей был Брент Талли. Он известен своими работами по структуре Вселенной. Он создал детальные карты распределения галактик в нашей локальной области и помог уточнить границы войда Волопаса. Другой важный исследователь – Маргарет Геллер. Она вместе с Джоном Хухрой создала одну из первых трехмерных карт Вселенной. Их карта показала, что войды – это не исключение, а правило. Вселенная действительно похожа на пену. Сегодня изучением войдов занимаются сотни ученых по всему миру. Они используют данные из космических телескопов, таких как Хаббл и Джеймс Уэбб, а также с наземных обсерваторий. Они создают компьютерные модели, которые воспроизводят эволюцию Вселенной, и они ищут ответы на вопросы, которые поставил перед нами войд Волопаса. Представь себе Роберта Киршнера в 1981 году. Он сидит в темной комнате. Перед ним стопка бумаг с данными спектроскопии. Вокруг него шумные коллеги, которые обсуждают свои результаты. Но он смотрит на свои цифры и видит нечто необычное. Он видит пустоту там, где ее быть не должно. Он видит, как рушатся старые представления, и он знает, что его жизнь только что изменилась. Сегодня, спустя более 40 лет после открытия Киршнера, мы знаем о войде Волопаса гораздо больше, но при этом мы знаем и о том, сколько нам еще предстоит узнать. Одно из самых свежих открытий связано с так называемыми войдовыми галактиками. Это те самые 60 галактик, которые находятся внутри войда. Оказалось, что они не совсем такие, как мы думали. Новые наблюдения показали, что некоторые из этих галактик имеют активные ядра. Это означает, что в их центре находятся сверхмассивные черные дыры. Они активно поглощают вещество и излучают колоссальное количество энергии. Это удивительно, потому что в таких изолированных галактиках, казалось бы, не должно быть активных ядер. Ведь для питания черной дыры нужно вещество, а в войде его почти нет. Как же эти черные дыры получают вещество? Возможно, они питаются за счет газа, который все еще есть внутри галактик. Или, возможно, они поглощают звезды, которые слишком близко подходят к черной дыре. Это пока не ясно. Как черная дыра в изолированной галактике может оставаться активной миллиарды лет, если вокруг нет вещества? Это одна из загадок, которую ученые пытаются разгадать прямо сейчас. Другое открытие связано с формой войда. Оказалось, что он не сферический, как предполагалось ранее. Он скорее похож на вытянутый эллипсоид или даже на трубу.
Это указывает на то, что процесс его образования был более сложным, чем простое слияние 2 или 3 войдов. Возможно, войд Волопаса образовался в результате взаимодействия с соседними сверхскоплениями. Гравитационное воздействие этих гигантских структур могло вытянуть войд в определенном направлении, придав ему его нынешнюю форму. Это как если бы ты взял кусок пластилина и растянул его в разные стороны. Еще одно важное открытие касается возраста войда. Астрономы выяснили, что он не такой старый, как считалось ранее. Оказалось, что он начал формироваться относительно поздно в истории Вселенной, примерно через 5 миллиардов лет после Большого взрыва. Это на 2 миллиарда лет позже, чем предполагалось. Это важно, потому что это означает, что войды могут формироваться и эволюционировать даже в относительно поздние эпохи. Они не являются реликтами ранней Вселенной. Они активно меняются и сейчас. Это подтверждает идею о том, что Вселенная продолжает эволюционировать. Итак, мы разобрались в природе войдов, в истории их открытия и в современных гипотезах, но остается главный вопрос. Что это значит для нас, для нашего места во Вселенной? В начале этого видео мы спросили, почему в войде Волопаса так мало галактик? Мы узнали, что это результат эволюции космической паутины, где огромные пустоты – такие же важные части Вселенной, как и звездные скопления. Мы увидели, как слияние меньших пустот могли создать эту гигантскую дыру. Мы заглянули в самые смелые научные теории, которые пытаются объяснить эту аномалию. И мы поняли, что даже в самой большой пустоте есть бесконечное пространство для мысли. Теперь давай подумаем о том, что войд Волопаса говорит нам о нас самих, о человечестве, о нашем месте в этой огромной Вселенной. Когда мы смотрим на эту пустоту, мы видим нечто, что находится за пределами нашего повседневного опыта. Мы видим масштаб, который трудно даже вообразить. Миллиард световых лет. Это расстояние, которое свет проходит за то время, пока на Земле эволюционируют целые экосистемы. Это время, за которое континенты дрейфуют. А виды возникают и исчезают. И мы, маленькие люди на маленькой планете, смогли измерить эту пустоту. Мы смогли понять, что она такое. Мы смогли построить теории, объясняющие ее существование. Это ли не чудо? Это ли не доказательство того, что человеческий разум способен постичь даже самые грандиозные масштабы? Конечно, войд Волопаса кажется огромным и даже немного пугающим в своей пустоте. Но он не должен нас пугать. Когда мы понимаем его природу, он восхищает, он удивляет, он заставляет нас чувствовать себя частью чего-то гораздо большего, чем мы сами. И это самое важное. Войд Волопаса – это не напоминание о нашем ничтожестве. Это напоминание о нашем величии, о том, что мы способны задавать правильные вопросы, о том, что мы способны искать ответы, о том, что мы не боимся заглядывать в пустоту и пытаться понять, что там находится. Каждый атом твоего тела когда-то был частью звезды, которая взорвалась миллиарды лет назад. Атомы кислорода в твоих легких, атомы углерода в твоих клетках, атомы железа в твоей крови. Все они родились в недрах звезд. И эти звезды существовали в той же Вселенной, которая содержит войд Волопаса. Ты буквально сделан из звездной пыли, которая дрейфовала через эту пустоту, чтобы оказаться здесь, на Земле, внутри твоего тела. Это не пафос, это факт. И он делает нас частью этой истории. Мы не просто наблюдатели. Мы – участники космического процесса. Наши тела состоят из вещества, которое путешествовало по Вселенной миллиарды лет. И в нас есть частица той самой пустоты, того самого войда. Поэтому, когда ты смотришь на ночное небо и думаешь о войде Волопаса, помни, ты не просто смотришь на него, ты являешься его частью, ты – часть Вселенной, которая пытается понять саму себя. И это удивительно. Спасибо, что был с нами в этом путешествии. Если тебе понравилось, подпишись на канал. Впереди еще много удивительных историй. Войды – это только начало. Космос бесконечен, и бесконечно наше любопытство. До встречи в новых видео. Помни, ты – часть этой Вселенной. И это прекрасно.